Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 28 марта, вторник. И после последних моих видео по поводу угроз Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, ко мне поступило немало просьб от зрителей, проживающих на территории Польши, в странах Балтии, с просьбой, ответить на вопрос: считаю ли возможным, что в обозримом будущем вот эти тактические ядерные боеголовки с территории Белоруссии могут быть использованы против, по объектам на территории Польши и государств Балтии? И если могут, то в течение каких-то примерно сроков, через месяц, летом, осенью и так далее. Вкратце я вам скажу так, господа. Я считаю, что шансы на то, что эти боеголовки и тактическое ядерное оружие, если оно вообще будет размещено на территории Беларуси, то я считаю, что вполне возможен вариант, что там просто выроют яму, забетонируют, и ничего там не будет. Или какие-то болванки покрашенные туда разместятся. Вполне рабочий вариант. Но если даже что-то там и разместят, я считаю, что шансы на то, что они будут использованы против государств НАТО, коими является в том числе Польша и государства Балтии, они равны примерно нулю. Где-то близко к этому. Почему? Почему я так считаю? Да потому что стратегическое, да вообще с военной точки зрения размещение, даже реальное размещение тактического ядерного оружия в Беларуси совершенно никак не меняет ситуацию в этом регионе. Потому что уже достаточно давно в Калининградской области уже есть тактическое ядерное оружие Российской Федерации. И это ни для кого не секрет. То есть, если теперь его развернут в Беларуси, это никоим образом не улучшит и не ухудшит ситуацию там для России или для государств восточного фланга НАТО. Потому что НАТО знает, и НАТО уже давно подготовилось к вот этому тактическому ядерному оружию, которое находится в Калининградской области. И с этой целью, я вам рассказывал в свое время, были модернизированы боеголовки Би-61 пониженной мощности, но повышенной точности, и те, которые способны поражать специально, их модернизировали, чтобы они были способны поражать объекты на большой, укрепленные объекты, расположенные на большой глубине. Это как раз вот те объекты, о которых грозится Путин, что они там выроют, подготовят хорошее, убежище, и где разместят это тактическое ядерное оружие. Как бы они его не выкопали, то есть они собираются, если верить Путину, что не всегда следует делать, но если они собираются их вырыть и ввести в действие эти убежища до 1 июля, то я не представляю, что они из этого сделают. Если будет действительно что-то не собирается сделать, то это будет какая-то халтура, чистой воды халтура, которая легко будет уничтожена в случае необходимости вот этими Би-61 натовскими боеголовками. А там еще, как я вам рассказывал, было модернизировано крылатые ракеты BGMG, тоже с боеголовками пониженной мощности, повышенной точности, и тоже те, которые способны наносить удары, уничтожать укрепленные объекты, находящиеся на большой глубине. То есть размещение тактического, реального размещения тактического ядерного оружия на территории Беларуси, оно единственное, что делает, оно ставит под угрозу территорию Беларуси. Вот это действительно серьезно. Потому что если оттуда будет произведен выстрел, но теоретически, я вам сейчас скажу, почему он не будет произведен, но если будет произведен, то первым же ударом по вот этим всем укрепленным объектам, которые собираются путиноиды вырыть на территории Беларуси, будет нанесен мощный ответный удар. И эти взрывы тактического ядерного оружия будут происходить на территории, в основном в массе своей, на территории Беларуси. Вот единственное, что меняется. Следующее. Давайте
рассудим с точки зрения здравого смысла. Он обязан здесь присутствовать, потому что применение первым ядерного оружия, оно, знаете ли, чревато. Это если хулиган там, начинает приставать к какому-нибудь прохожему и там, пытается его ударить, у него в голове должна быть мысль, прежде чем первым ударит. А какой будет ответ, если он будет знать, что в ответ он получит сломанные челюсти и сотрясение мозга, он вряд ли нанесет первый удар. Но шансы все-таки рукопашные, знаете, тут 50 на 50. Вот я сейчас ударю, а может он интеллигентом окажется, не ответит. Ну, 50, может ответит, может не ответить. А здесь же вопрос так стоит. Если ты наносишь первым ядерный удар, пусть это будет тактический ядерный удар, то все. Ящик Пандоры открыт. И ты огребаешь по полной программе. То есть для того, чтобы применить это ядерное тактическое оружие, должна быть серьезная цель, очень серьезная, которая оправдывает вот этот риск огрести по полной программе в ответ. По большому счету, я вам должен сказать, оно есть, эта цель существует. Сколько раз уже люди из Мордора, особенно на соловьиных пометах, ныли по поводу того, что огромная помощь техникой идет и боеприпасами идет Украине через порты стран Европы. И разведка Мордора, то есть российская разведка, она знает, через какие порты это идет. Они знают те логистические пункты, где есть скопление. Вот сейчас есть скопление этой техники, которая неумолимо движется в сторону Украины, в распоряжение ВСУ. И с каждой новой единицей этой бронетехники и артиллерии шансы для вооруженных сил Российской Федерации в Украине на предстоящие месяцы, они все ухудшаются, причем драматическим, самым драматическим образом. То есть, если наносить сейчас удар по объектам на территории той же Польши, а может быть и каких-то других стран Восточной Европы, то это делать надо сейчас, имея в виду таким образом предотвратить поставку дальнейшую западной техники на территорию Украины, какую-то часть ее уничтожить. Но вот тут-то, по идее, и можно было бы использовать тактическое ядерное оружие. Я вам все это рассказываю, потому что здесь, в Соединенных Штатах, да, я уверен, в Брюсселе, в других столицах, странах НАТО, военные прекрасно это знают, уже все просчитали. И наверняка уже предупредили, поговорили по соответствующим каналам с российскими военными и все им популярно объяснили. Поэтому вот и недавно же Путину, по-моему, позавчера или вчера, когда он там блеял последний раз по российскому телевидению, вот, по-моему, в том же выступлении, где он грозился разместить ядерное оружие тактическое в Беларуси, ему там задали вопрос, а почему мы не прерываем эти цепочки поставки техники из Запада в Украину, на что он там промямлил, да, они скрыто это делают, они ночью это делают, на что Геркин, известный террорист, саркастически заметил, что Путин не служил в армии, и, наверное, он поэтому не подозревает, что скрытную технику, такую, как вот сейчас Запад поставляет Украине, поставляется не обязательно там, с 8 утра до 6 вечера, когда, значит, солнце не зашло, то есть день и светло. Они могут это делать и в ночное время, и Путин об этом не знал вот до сих пор, и поэтому вот он ссылается. Темно, мол, скрытно делают. Ну, понятно, причина этого сарказма. То есть он боится. Его генералы боятся. Самое главное, что он боится, потому что он действительно, несмотря ни на что, он пока там более-менее держит ситуацию, ну, все хуже и хуже, но держит ситуацию под контролем. То есть Путин не применяет ядерное тактическое оружие даже сейчас, когда это, ну, имело бы какой-то смысл. А после 1 июля
после того, как его якобы разместят, в чем опять я очень сомневаюсь. Ну, то есть основная часть этой техники, которая предназначена, она уже будет на поле боя в распоряжении ВСУ, она будет громить, и враг будет бежать, уже будет поздно применять тактическое ядерное оружие. Поэтому, значит, ну какой смысл? Какой смысл это делать? Опять-таки, повторяю, что НАТО было готово к тому, что Россия теоретически может использовать тактическое ядерное оружие еще тогда, когда Россия его развернула в Калининградской области. И до сих пор этого не было. Что дает основание мне еще раз утверждать, что его размещение, кроме пропагандистского, не имеет никакого смысла. И если оно есть в Калининградской области, то чем оно, значит, его наличие в Беларуси, чем оно улучшает обстановку для Кремля? Оно ухудшает обстановку, но прежде всего для народа Беларуси. Кстати, мне здесь заметили, я вот рассказывал в предпоследнем видео о том, что пропагандист вот этот, который выступил на белорусском телевидении, как-то его фамилия, который на этого самого Водяного из болот похожий, который грозился там Польше, мол, мы вам покажем Кузькину мать, ядерный гриб над болотами Польши там и так далее. Мне товарищи из Беларуси поправили, сказали, что это не чисто белорусский, так сказать, пропагандист. Это соловьиный пометчик, то есть российский, московский, который был инфильтрирован в информационное пространство или телевизионное пространство Беларуси где-то в 2000 году из Москвы. То есть его прислали специально из Москвы, и он нам вещает по тем нотам, которые ему присылают из Москвы же. То есть такая ситуация, что в Кремле даже не могут положиться на пропагандистов лукашенковских. Видимо, они не дорабатывают с точки зрения Кремля. Ну, вот такая ситуация, поэтому, господа, ничего не изменилось по большому счету с размещением. Если, повторяю, их разместят. Об этом, если хотели действительно что-то изменить, надо было делать это раньше, на несколько месяцев, на много месяцев раньше. А почему, я вам сейчас объясню. Потому что поезд для Путина, по-моему, ушел окончательно. И вот сейчас события происходят, изменяются настолько стремительно, и стремительно изменяется не в пользу Кремля и Путина. Ну, вот мы с вами говорили последний раз, я вам буквально в предыдущем видео рассказывал о взгляде американского разведчика, бывшего сотрудника ЦРУ, успешного, подчеркиваю, сотрудника ЦРУ, что очень важно в этом случае, который высказал свое мнение о том, что нужно решительно и наглее действовать против Путина и всячески ему показать, что у него нет никаких шансов, что Запад не верит в то, что Путин верит, что он может выиграть войну на истощение. А поэтому будет его мочить по полной программе, не ожидая этого истощения. Ну и еще одна мысль была высказана. Я надеюсь, многие из вас запомнили это, что представитель ЦРУ, значит, сказал, что Китай может сыграть полезную роль для урегулирования ситуации послевоенной, в том смысле, что если Путин будет разгромлен на территории Украины, будут загнан в угол, и куда ему деваться, крыса все, выхода не видит, она безумная. Но тут появляется фактор товарища Си, который как бы миротворец, и вместе ВСУ создает соответствующий, при помощи стран НАТО, создает соответствующую обстановку на поле боя в Украине для ПУ. А товарищ Си ему говорит, ну что делать? Ну вот надо признавать политические реалии, как сейчас говорят из Кремля. Ну вот вышиблите оттуда, признайте теперь политические реалии. То есть товарищ Си, если выступит в качестве вот этого медиатора, что ли, Вашингтон это неприемлемо, да теперь ни один из западных лидеров неприемлем, даже Макрон. А вот Си это совсем другое дело для ПУ. Ну так вот. Значит, что происходит дальше? 27 марта, вот вчера буквально, это уже после того, как
разразился своей страшной угрозой о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси, британская The Times публикует очень важную статью, согласно которому, несмотря на ядерные угрозы Москвы, НАТО стало агрессивнее в отношении Путина. Смысл состоит в следующем. То есть статья описывает достаточно кратко и понятно о том, что стратегия вот буквально в последние дни, может быть, неделю-две, стратегия Белого дома, Пентагона, а значит и других стран НАТО в отношении России серьезно изменилась. В статье напоминается, что с начала российской агрессии Соединенные Штаты выбрали такую позицию, и вы знаете, многие из вас, потому что неоднократно высказывали мне в СМС неудовольствие этой позиции. Американцы говорили, что мы за то, чтобы Украина не проиграла, чтобы Россия не выиграла. Но американцы не говорили, мы за то, чтобы Украина однозначно добилась победы, а Россия потерпела поражение. Но теперь это и свершилось. То есть газета напоминает, что предыдущая стратегия администрации, вот эта, которую я только что напомнил, она объясняется тем, что да, американцы хотели, да и другие страны НАТО хотели, чтобы Путин потерпел поражение, но надо, чтобы это сделать таким образом, чтобы не эскалировать конфликт, не поднять его на уровень термоядерного конфликта, вернее, не конфликта, а войны, всеобъемлющей войны между двумя блоками, между Россией и Соединенными Штатами Америки. И вот теперь, после всех этих угроз Путина, особенно после этих угроз Путина, и, видимо, есть соответствующие разведывательные данные, причем я считаю, что они должны быть очень убедительными, эти данные. Белый дом, президент Байден решили изменить свою концепцию. НАТО, США поднимают порог эскалации, поднимают порог напряженности и бросает вызов Путину. Вот так это описывает британская The Times. Теперь газета цитирует высокопоставленного сотрудника администрации США. «Мы хотим, чтобы Украина победила и сохранила всю свою территорию». Вот вам, господа, еще раз зачитаю. Вот она сейчас практически официальная, без всяких там модальностей, цель и стратегия Соединенных Штатов Америки. Мы хотим, чтобы Украина победила и сохранила всю свою территорию. Цель состоит в том, чтобы обеспечить суверенитет и независимость Украины, а это означает возвращение территорий, оккупированной русскими. Если русские уйдут, совсем уйдут, это будет рассматриваться как поражение Кремля, Путина, и это будет приветствоваться. Коротко и ясно. Каким образом это все будет достигаться? Ну, тут пишется, да, кратко, что F-16 в ближайшее время вряд ли. Да, я ему уже рассказывал, эксперты американские, причем не просто там эксперты диванные, а люди, которые тысячи часов налетали на F-16, в том числе в боевых условиях, и хорошо знают их возможности, а также возможности современных систем противовоздушной обороны, которые имеются в распоряжении и Украины, и России. Они говорят, что F-16 – это не решение. Если поставлять действительно авиацию, это F-35, но это, подождем. Да и время. Сейчас отсчет пошел на дни. Вернее, я скажу так, не на недели, если не на дни. Кто знает, поэтому поздновато с этим делом. Но что касается всех остальных видов вооружения, речь идет о накоплении, максимально быстром накоплении западных образцов оружия на поле боя. То есть, говоря простым языком, речь идет о том, чтобы сейчас передать ВСУ как можно больше, как можно быстрее современных видов вооружения
и это может стать решающим фактором, который приведет к окончанию этой войны. Вот вам стратегия. Еще раз. Стратегия. Украина должна победить, враг должен понести поражение и освободить территории. И главное в этом смысле – это максимально возможная поставка всего необходимого для этого вооружения. Я знаю, сейчас многие из вас уже садятся за клавиши, начинают мне стучать, там, где ленд-лиз и так далее. Про ленд-лиз, ради бога, не пишите. Кто интересуется реально этим вопросом, а не так постучать пальцами по клавиатуре компьютерной. У меня есть целый плейлист по этому поводу, там, я бы его даже назвал «Генезис истории про ленд-лиз». Вкратце скажу, этого вопроса не существует. Его подняли безбашенные трамписты, то есть люди, которые на зарплате находятся у трампистов. А трамписты – это союзники и агентура Путина. И единственное, где вопрос существует о ленд-лизе, это вот в том пространстве украиноязычном, в украинском информпространстве, которые занесли туда эти трамписты. Больше его нет нигде, даже в Вашингтоне. Даже республиканцы об этом не говорят, потому что его просто нет. Ну так вот, сформулировав все это, газета задает вопрос. Однако, остается вопрос, на который никто на Западе не может ответить. Если российские войска испытают в Украине унизительное поражение и вынуждены будут уйти с территории Украины в свои родные гарнизоны, что Путин будет делать дальше? Подоплека, я так подозреваю, подспудная мысль, не совершит ли он здесь на этом этапе безумие, и не применит ли он это тактическое ядерное оружие, а может быть и стратегическое ядерное оружие. И газета так ставит этот вопрос, подвис, но в качестве ответа я могу привести вам предыдущее свое видео, где я рассказывал о анализе, об аналитике бывшего сотрудника ЦРУ Дага Лондона, который сказал по этому поводу, он фактически ответил на вопрос этой статьи, хотя его интервью, вернее, не интервью, его статья в Вашингтон-Пост появилась раньше, чем статья в британской The Times. То есть он не видел этот вопрос, но он на него дал ответ. Ответ – товарищ Си. То есть так Россия испытывает, Путин, унизительное поражение, орки бегут с территории Украины, Путин запирается у себя в бункере, начинает думать, что делать. Посредничество Берлускони или Макрона, я не говорю уже о Байдене и Шольце, оно никак для него неприемлемо. И тут звонит товарищ Си и говорит, что делать, у меня есть план из 12 пунктов. Там, кстати, первый пункт – это уважение суверенитета и территориальной целостности. Ну, а видишь, реалии на поле боя. Ты сам их создавал. Надо их учитывать, как ты сам говорил совсем недавно. Поэтому давай как-нибудь с моей помощью урегулируем. То есть товарищ Си – это ответ. Участие Си Китая в качестве миротворца – это ответ на вопрос, что Путин будет делать дальше. Это его проблема. Я думаю, что Украина и Запад не должны этим делом заморачиваться. С той пропагандистской машиной, которая сейчас есть у Путина, в головы ваты путинской, которая составляет не менее 85%, а может и больше населения, можно вбить любую идиотскую мысль, потому что за годы правления Путина и через его пропагандистские каналы в головах всей этой ваты полная разруха. И туда можно вложить все, что угодно. Так вот, это изменение, как нам указывает The Times, которое, кстати, прослеживалось. А я вам насчет того, что реальная цель Соединенных Штатов – это победа Украины и поражение Путина. Я вам говорил об этом давно.
потому что это реальное. Единственное, американцы должны были облекать это в словеса, более такие аморфные, поскольку, в течение длительного времени они опасались все-таки, что Путин может применить ядерное оружие. Видимо, в последнее время они избавились от этой опасной, ненужной, я скажу, не то что опасной, а ненужной иллюзии. Так вот, видимо, этот переворот в сознании руководства стран НАТО произошел не только в США, но и в Европе, и примером является Германия. Сегодня сообщается, что представитель Министерства финансов ФРГ передал в бюджетный комитет Бундестага проект, то есть законопроекта или там просьбы правительства Германии на оказание военной помощи Украине, из которого следует, что размеры этой помощи должны в ближайшие годы вырасти в 15 раз. В статье отмечается, что с начала 2022 года, то есть с начала агрессии, Германия выделила 2,2 миллиарда. Тут речь идет о модернизации, связанной с оборонным ведомством. Сюда же входила и военная помощь Украине. А к концу календарного 2023 года на военную помощь Украине расходы превысят 5,4 миллиарда евро. А дальше, в ближайшие годы, они составят 8,8 миллиарда. И в сумме это составит 15 миллиардов. И тут же подчеркивается, это по данным Шпигеля, что совсем недавно на эти же цели в этот же отрезок времени планировалось всего выделить 1 миллиард евро. То есть Германия приняла решение увеличить это в 15 раз. При этом отмечается, что Украина нуждается в современном оружии. Это императив, потому что иначе достичь победы будет очень сложно. Императив значит, что это просто необходимо сделать. И это подразумевает главной цели этой программы – поставки артиллерийских снарядов, бронетехники, затем артиллерии и систем ПВО. Вот самое главное – компоненты, составляющие победы, как это видят в Германии. Еще интересное событие – это после ядерных угроз Путина. Мне интересно, я наблюдал последние 2 дня, заходил же как обычно, в 6-ю палату проверить, это на соловьиный помет, кто не знает. Это у меня такая, палата называется, 6-я палата называется «Соловьиный помет». Замерить там температуры. И орки, даже их пропагандисты, они как дети. Они выдумывают какую-то фигню и потом радуются, хлопают в ладошки, друг друга подзадоривают, там кричат, что после того, как Путин объявил о размещении, будет это, не будет другое дело, но объявил о размещении, и на Западе паника, там истерика, да смеются на Западе об этом деле, по поводу этого. Смеются просто. И вот вам ответ. В прошлом еще один ответ Соединенных Штатов и НАТО. Сегодня Соединенные Штаты объявили о том, что они прекращают обмениваться данными с Российской Федерацией о своих ядерных силах. Если вы помните, в прошлом месяце Путин заявил о приостановке участия России в договоре по ограничению стратегических вооружений. Это последний договор по контролю над вооружениями, который был между 2 странами. И он был самый важный, потому что он накладывал ограничения на стратегические, то есть самые страшные виды вооружения. Это триада наземного базирования, морского воздушного базирования. И я вам тогда говорил, что сам договор, с точки зрения профессионалов,
Многие люди, несведущие, они радуются, вот, нужен контроль над вооружением, думают, чем меньше этих вооружений, тем лучше. А профессионалы говорят, нет, их чем больше, тем лучше. Потому что вот если агрессор потенциальный будет знать, что у другой стороны, по которой он думает, выстрелить, нанести по ней удар или нет, если он будет знать, что у нее есть 100 ракет-носителей с ядерными боеголовками, у него может появиться соблазн, такая идея шальная, а может я вот эти 100 и смогу уничтожить. Но если он будет знать, что их 10 тысяч, то даже будучи сумасшедшим, он поймет, что все 10 тысяч он не уничтожит. Но, тем не менее, существовал вот этот договор ИПУ. То есть он был однозначно, этот договор выгоден прежде всего слабой стороне, коей является Россия. Она даже не дотягивала до тех потолков, которые были в этом договоре. То есть американцы, когда заключали этот договор, они свой потолок, они уничтожили или утилизировали часть своих носителей боеголовок для того, чтобы опуститься до того уровня, на который могла подняться Россия. Ну и великий стратег Путин, как обычно, объявляет о том, что мы приостанавливаем. Ну как приостанавливаем? То есть мы будем придерживаться потолков, вот, и не будем проводить ядерные испытания, если это только не начнет делать другая сторона. Ну, то есть опять мультики. Опять вроде бы вышли, но на самом деле мы соблюдаем. Но там вот с его заявлением появилась такая нехорошая тонкость. То есть Россия, объявив, что она приостанавливает участие в этом договоре, она тут же, значит, отказывается от инспекции. Согласно этому договору, каждая из сторон могла проверять, как другая выполняет это соглашение. Американцы могли приехать, потребовать инспекции в любой момент на территории Российской Федерации и наоборот. Так вот, значит, Россия, Путин сказал, что мы больше не приостанавливаем, значит, все, американцы не могут к нам приезжать. Это был вот самый-самый главный смысл. Я вам об этом говорил, потому что я как раз по этому поводу высказался в интервью украинскому телеканалу «Прямой», который попал на первую полосу германского Бильда, а потом по поводу этого говорили у Скоробеевой, топали ногами, называли меня плохим аналитиком, что я вот очень плохую работу веду. Я регулярно на своем канале рассказываю, что плохо у Путина с боеголовками, и что они ржавые, а на самом деле они ого-го. И через 2 дня Путин вот приостановил действие этого, то есть участие в этом соглашении с главной целью не допустить американских инспекторов в дальнейшем на ядерные объекты России, чтобы они своими глазами не убедились, что там не совсем все так, как это представляет Путин. Но американцы, поскольку они не предостанавливали свое членство в этом договоре, они должны были разрешать российской стороне эти инспекции. И вот сегодня американцы сказали, вернее вчера, через Рябкова, заместителя министра иностранных дел России, американцы сказали, все, хватит. То есть американцы прекратили обмен данными о ядерных силах с Россией. И это хуже для более слабой стороны, а именно России. То есть американцы знают про блеф, все понятно, но Путин сам, то есть стремление спрятать свою потемкинскую деревню все более усложняет его ситуацию и делает ее все более мрачной. Ну и последнее по, так сказать, сегодняшнем видео, но не последнее по значимости, Bloomberg обратил внимание, что в российском бюджете, в российском бюджете с начала года оказалось более 30, а если быть точным, 32% расходной части бюджета Российской Федерации с начала этого года
оказалась засекреченной. И по мнению аналитиков, это свидетельствует только об одном, что эти все расходы идут на войну в Украине. Потому что там есть еще в графике в Блумберге приведены расходы по конкретным статьям. И там есть отдельно на оборону, указано, сколько на оборону, сколько на безопасность указано. Но помимо этого есть еще секретная часть, то есть это не то, что на оборону, это помимо еще официальной обороны, официальной безопасности. 32% закрыты. Понятно, что это на войну в Украине. При этом отмечается, что по итогам 2021 года доля закрытых расходов в российском бюджете составляла 15,2%. А в первом полугодии 2022 закрытая часть возросла до 18,6%. А теперь она составляет за первое полугодие, даже не за первое, вот за прошедшие месяцы, она составляет 32%. Теперь, значит, общая сумма этих расходов – это по состоянию на 24 марта этого года это 31 миллиард долларов. То есть, если это 32%, ну, грубо говоря, умножить на 3, мы получим, какая общая расходная часть российского бюджета. На оборону национальную расходы 531 миллиард рублей. Это примерно удвоилось по сравнению с прошлым годом. Но это мало, это очень мало по сравнению с расходами на оборону Соединенных Штатов Америки, которые приближаются к $1 триллиону. И вообще, вот я почитал комментарии американских же экспертов к этой статье. И приведу только одну цифру, чтобы понять, куда загоняет Путин себя и свою страну. Итак, ВВП России составляет примерно 1,7 триллиона долларов. 1,7. ВВП Соединенных Штатов составляет 23 триллиона долларов, а ЕС еще примерно 23. То есть мы имеем 1,7 триллиона с одной стороны, это Россия, и мы имеем примерно 46 триллионов долларов. Это страны Запада, с которыми Путин решил тягаться. Ну и в этом комментарии, значит, где приводятся эти цифры, заключительная мысль, увы. Русские люди привыкли к тому, что у них ничего нет. Вот вам и резюме на сегодняшний день. Позвольте, господа, на этом и закончить это видео. Как всегда, повторяю это как мантру, и это должно сбыться. Слава Украине и вооруженным силам! Враг будет разбит, победа однозначно будет за нами. Мордор, как ранее Карфаген, будет разрушен до основания. А вам, дорогие друзья, как всегда, выдержки, мужества и твердой веры в нашей неизбежной победе и полной победе. До новых скорых встреч!